Прокуратура Азербайджана не позволила международному адвокату Рубена Варданяна посетить Баку. Азербайджанская служба радиостанции «Свобода» на днях опубликовала интервью с международным советником семьи незаконно удерживаемого в Баку Рубена Варданяна, известным американским юристом Джаредом Генсером. Несмотря на предвзятую проправительственную постановку вопросов журналистам, адвокат в ходе интервью озвучил ряд важных месседжей. На вопрос журналиста о том, на каком основании международная группа юристов подала срочную апелляцию специальному докладчику ООН по вопросу пыток, когда правительство Азербайджана отрицает утверждения о пытках, Джаред Генсер ответил, что адресованное спецдокладчику ООН 20-страничное письмо доступно общественности, и они также могут ознакомиться. Что касается утверждений правительства Азербайджана, адвокат отметил, что они лгут. Правительство Азербайджана не только от своего имени, но и от имени Международного комитета Красного Креста заявляет, что Рубен Варданян никаким пыткам не подвергался. Я могу однозначно сказать вам, что это ложь. Это ложь, поскольку Международный комитет Красного Креста во всем мире работает по одному и тому же принципу, и он не разглашает ни публично, ни конфиденциально, подвергался человек пыткам или нет, поскольку это единственный путь, гарантирующий его доступ в эти страны. За всю свою карьеру я работал над делами более чем 50 политзаключенных и никогда не встречал такого заявления Комитета Красного Креста. Тогда почему они не разглашают общественности письмо, которое, по их словам, получили из комитета? Я на 100% уверен, что такого письма не существует. Если его действительно не подвергали пыткам, то им не нужно оправдываться или что-то скрывать. Однако они бесстыдно распространяют такую ложную информацию от имени комитета, подчеркнул он. Джаред Генсер заявил, что не имеет возможности установить какую-либо связь со своим подзащитным Рубеном Варданяном. Я буду рад, если вы спросите у правительства Азербайджана, почему Джареду Генсеру не разрешают приехать в Азербайджан и лично встретиться с Рубеном Варданяном. Мне не разрешается въезд в Азербайджан, и нарушено мое право адвоката на встречу со своим подзащитным. В Международном пакте о гражданских и политических правах говорится, что задержанный вправе выбирать себе адвоката. Рубен выбрал меня как международного адвоката, но в нарушение этого его права мне не разрешают въехать в Азербайджан. Тем самым правительство Азербайджана делает невозможным мое желание собирать доказательства. Единственное доказательство, которое я могу получить, это слова Рубена. Журналист спросил, кто отклонил его обращение о приезде в Азербайджан. «Мы обратились в прокуратуру и попросили разрешения. Нам было отказано», — отметил Джаред Генсер. Миф о хаджалинской резне. Инструмент пропаганды и оправдания диктатуры. Азербайджан активно использует события в Хаджалы 1992 года как политический инструмент. В то время число жертв было завышено. Первые сообщения говорили о десятках погибших, позже – о сотнях. Однако международные расследования показали отсутствие доказательств массовой резни. Многие фотографии оказались поддельными, а цифры – недостоверными. Трагедия в Хаджалы стала поводом для внутренней борьбы за власть в Азербайджане. Тогдашний президент Аяз Муталибов признал, что армяне оставили коридор для эвакуации мирных жителей. Но азербайджанские власти препятствовали их уходу, используя людей как живой щит. Позднее он обвинил своих политических оппонентов в сознательном использовании трагедии для свержения его правительства. Сегодня миф о геноциде Хаджалы остается ключевым элементом пропаганды режима Алиева. Он используется для оправдания коррупции, агрессивной политики и нарушения прав человека. Турция и другие страны, поддерживающие этот нарратив, фактически способствуют укреплению диктатуры и подрывают усилия по установлению мира в регионе. Историческая правда и реальная трагедия. Хаджалы – пример того, как пропаганда может превратить локальное сражение в символ национальной травмы. Реальные жертвы конфликта заслуживают честного изучения их истории, а не эксплуатации в политических целях. ЕС и Армения отмечают 7-ю годовщину соглашения ЦЕПА, пресс-релиз EU for Armenia.
22 ноября 2024 года посол Европейского Союза в Армении. Его превосходительство Василис Марагос и заместитель премьер-министра Республики Армения. Его превосходительство Мгер Григорян совместно провели в Ереване мероприятие высокого уровня, посвященное 7-й годовщине подписания соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским Союзом и Арменией, ЦЕПА. В мероприятии приняли участие министры, заместители министров, высокопоставленные должностные лица правительства Армении, представители делегации ЕС, дипломатические миссии государств-членов ЕС и члены платформы гражданского общества ЦЕПА. Оно предоставило возможность поразмышлять о достигнутых успехах и подтвердить общую приверженность дальнейшей реализации ЦЕПА. Посол Марагос подчеркнул, что ЦЕПА является краеугольным камнем отношений ЕС-Армения, движущей силой реформ, способствующей модернизации и согласующей Армению с ее долгосрочным стратегическим видением. ЦЕПА подчеркивает нашу общую приверженность демократии, правам человека и верховенству закона. Оно обеспечивает надежную основу для углубленного сотрудничества ЕС-Армения в политической, экономической, торговой и других областях, направленного на внесение позитивных изменений в жизнь людей. На протяжении многих лет мы интенсивно работали над тем, чтобы раскрыть его полный потенциал, продвигая наши двусторонние отношения на более высокий уровень. В этом году мы запустили план устойчивости и роста для Армении, открыли Европейский фонд мира и инициировали диалог по либерализации визового режима, укрепляя связи между нашими народами. Одновременно ЕС продолжает поддерживать реформы, инфраструктуру и региональное развитие Армении, приближая ее к европейским стандартам. Вместе мы остаемся твердыми в нашей приверженности содействию прогрессу и достижению наших амбициозных целей. Вице-премьер Григорян также высказался о важности ЦЕПА, подчеркнув его роль в укреплении партнерства Армении с Европейским Союзом и содействии развитию страны. ЦЕПА прежде всего является выражением нашего понимания устойчивого развития, основанного на наших общих ценностях и стремлениях с Европой. Целью является установление долгосрочных взаимовыгодных отношений с ЕС и его государствами-членами. Соглашение служит руководящей основой для двустороннего сотрудничества, уделяя особое внимание содействию демократии и правам человека, содействию торговле и инвестициям, реформам государственного управления и защите окружающей среды в Армении. Успех этого соглашения будет оцениваться по ощутимому влиянию реформ ЦЕПА на жизнь граждан, а не определяться техническими особенностями или политической риторикой вокруг него, сказал вице-премьер. Делегация ЕС в Армении и правительство Армении подтвердили свою общую приверженность продолжению успешного сотрудничества в рамках ЦЕПА, отметив это событие как свидетельство углубляющихся связей между ЕС и Арменией. Подписывайтесь на наш канал.